Всем привет и очередной поход в Гулькамские теснины. Нам обещают подъемы по горам, спуски на веревке и проход по воде. Давайте посмотрим, что там будет впереди. И практически сразу нас встречает величественная картина гор. Вот можно видеть, возвышаются над нами. Конечно, все опять-таки сухое. Сегодня предпоследний день лета. Но сюда лучше в это время и ходить. Почему, чуть позже объясню. Так, идем по такой вот небольшому, как сказать, что-то типа рощи. Как видно, что здесь, хотя лето, но зелень еще сохранилась. Вот тут поспевает шиповник. Вот его тут очень много. Начался немножко более сложный подъем по такой тропе, так сказать, как канава тропа, что ли. Окоп. Вот, окоп, точно сказали. Вот тут идем. Подъем достаточно крутой, но справляемся. Идем в нормальном темпе. Идем по песчаной тропе, ноги скользят. Вот, ну тут есть и вот такие каменные вкрапления, по которым можно легко пройти. Но также все подъем. Подъем, подъем, подъем. Мы проходим мимо одной из знаковых вершин. Называется Малый Чумган. Она невысокая. И кажется, что ты на нее за 20 минут заберешься. Но нет. Там очень сложные такие виляющие тропки. Подъем занимает где-то час-полтора. Но и тоже интересная вершина. Сегодня мы на нее не идем. Как-нибудь в следующий раз. Мы начали спуск с перевала Песочный. Вот он за мной находится. Спуск очень крутой. Везде песок, пыль. Ноги скользят. Вот. И начали мы свой спуск в Гулькам. Так что посмотрите. Тут вот такие вот виды. Обрыв, можно сказать даже. Надо идти очень аккуратно. Так, начался более крутой спуск. Вот сейчас посмотрите, как это. Сейчас, подожди, надо вот куда-то. Здесь легче спускаться. Давай вот так вот пойдем, потихонечку. Да вот тут ступеньки же есть. Или а здесь, вот Сань еще есть. Вот тут же, вот прям можно вывесить. Вот здесь прям ступенечки и все. Вот этот вариант я даже не продумал. Я увидел, там легче спускаться. Вот тут такой достаточно опасный момент, где можно поскользнуться. Поэтому все идут очень медленно и осторожно. Продолжаем спуск. Также продолжаются местами опасные участки, на которых нужно быть очень, очень осторожным и аккуратным. Но я вижу, что там скоро уже спуск такой крутой заканчивается и станет более пологим просто по тропе. Вот мы опасный участок прошли и сейчас вступаем на более пологую тропу. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Так, еще немножко. И вот открывается красивейшее ущелье. Вы только посмотрите, какое величие гор. Огромное, кажется, огромное пространство. Очень красиво. Мне кажется, я немножко ошибся, и тут спуски еще будут интересные. Так, я спущусь вот отсюда. Ну, что хорошо, что можно разными путями, никому не мешая.
продолжаем спуск. И как видно внизу там, в ущелье, уже множество деревьев, множество берез. Это место и знаменито тем, что здесь есть березовая роща. Все зелено, как будто бы там весна, а не лето. Можно сказать, мы начинаем входить в зону тени. И здесь будет более приятно идти. Потому что солнце не будет так шпарить. Вот, смотрите, березовая роща уже совсем. Вот она прям вот она. Вот они, березы. Вот мы спустились в самую рощу. Тут такое место привальное, где всегда все устраивают привал. Вот они какие большие толстые березы. Тут и шиповник растет. Да, ручей, к сожалению, высохший. Обычно здесь чуть-чуть немножко водички. Но в этом году очень мало воды везде. Смотрите, какой крупный шиповник, очень большой. Я такого не видел даже в городе, где-то в продаже. Прям здоровый. Мы идем в небольшом ущелье, которое также является и рощицей. Ветерок дует, прохладно. Хорошо, что ушли с палящего солнца. Здесь более приятно, более спокойно, более непринужденно можно продолжать спуск. Вот смотрите, какие здоровенные березы тут. Просто какая-то огромная разросшаяся березка. Вот, посмотрите, выходим на какой вид. Какой вид сейчас будет. Вот какие. Уже много раз я говорю сегодня, но величественные горы. Прям действительно очень шикарные. Да, тут, как видите, на этом маршруте очень много шиповника. Вот он просто везде. И там встречался. Вот прям заросли. И такой крупный. Не как вот бывает где-то в садах растет. Что немножко удивительно, потому что, как обычно в горах, все мелкое, кислое и горькое. А здесь шиповник прям такой здоровый. Да, тут тоже крутой спуск. И пылище. Все это скользит. Все это летит. Тут тоже нужно быть более осторожен. Подошли к дереву алчи. Она уже практически, наверное, созрела. И сколько ее много, посмотрите, здесь прям все дерево усыпано. Неожиданно наш путь стал пролегать сквозь такую тропу каменную, шатающимися камнями. И нужно все переступать, перешагивать. Наверное, здесь раньше было что-то, или обвал произошел, или река до сюда доходила, что скорее всего, потому что камни здесь обкатанные водой. И вот, похоже, перед нами начинаются Кубликамские теснины. Как видно, это такое очень узкое ущелье. Путь лежит вдоль ручья. И вот уже тут скоро нас ожидает спуск по веревке. Да, тут объявление о том, что посещение этого места платное.
тут сейчас будет опасный спуск, но снимать я его не буду, потому что будет невозможно это снять. Ну так, нет, на голову, я думаю, я башкой буду вдруг это... Когда держишь на голове, у тебя часть мысли об этом, потому что она все равно болтается, что она сейчас упадет или что-то случится. Ну, я спущусь и не могу поснимать. Следующий участник нашей группы пытается преодолеть этот ужасающий, страшнейший спуск. Не так, ладно. Готовится к спуску. И вот она пошла. Торопитесь, грузите, будет по возможности, можно, прям уже можно ниже садиться. Пальчики берегите руки и пальцы, потому что веревка может легко вам давать дальше. Если нужно выдать, говорите выдай. Садитесь на нее. Садитесь на обвязку. Грузите! Грузи! Правую ногу закидывайте за этот камень, там быстро будет. Еще. Ниже. Да. Не, выше. Вот. Левую ногу на стену ставьте. Давай, выдай! Выдай. Спустились с обрыва, и сейчас предстоит новое испытание. Пока посмотрите, какой тут водопадик хороший. Не надо, нет. О. Так, вот здесь можно видеть табличку, о чем я говорил, почему здесь весной и осенью опасно. Здесь погибло очень много людей, потому что пошел дождь и сошел сель. И тут был список людей, которые погибли, но табличка, как видно, уже выгорела, и ничего не видно. Здесь будет спускаться поосторожнее, у него прямо в почке оставаться. Лучше крепче держаться, да? Да, тут скользко. Ну вы, я вас этот, ничего?
Да я могу прям по воде. Я, видите, переоделся. Я на всякий случай обувь переодел. Эту руку держите вот сюда. По этой, да. Да, да. Вон та ступень, ногой дотянуться до нее можно. Сейчас он веревку освободит. Вот парень. Ну не хочу с ним на одной веревке Он висеть. пока... Да, иду как ты больше, как бы не по колено, не по полю. Плевно очень сильно гуляет. Да ладно, я переоделся же. Ого. Нормально, нормально. Я придерживался еще за скалу. Так, осторожней. Я пройду. Ага. Вот он, веревка. А вы что, вы первый? Спасибо. Кстати говоря, видимо, там была не эта табличка, а вот эта табличка, о которой я говорил, с именами погибших людей здесь. Да, тут только не за что держаться. Тут держаться не за что. Как это? Да я... Приехал. Ну что ж, похоже, что самое сложное уже позади. И нам остался только проход по теснинам до конца маршрута. Посмотрим, если что-то будет интересное, то я обязательно, конечно, это сниму. Мы продолжаем идти по теснинам, среди деревьев, возле воды. Вот если, как можете видеть, какой поток воды хороший. Дует прохладный ветерок. И просто это идем, можно сказать, отдыхаем после всех приключений, связанных со спуском по веревке. Вам или сами? Продолжаем спуск в вулканских теснинах. Как видно, здесь местами не пройдешь, кроме как по воде. Вот. Идем вот по этим камням. Вода очень холодная, прям вот обжигает льдом. Вот здесь такие красивые, как водопад, да? Вот. Очень красиво стекает вода. Прям картинка, как с открытки. Ну а вот сами теснины тоже, если посмотреть. Тоже каньон очень красивый. Идем по воде, потому что по камням здесь очень трудно пройти. Поэтому уже так вот. Вот и подошел конец нашему путешествию по вулканским теснинам. Что могу сказать? Ну, как обычно, мне все очень понравилось. Интересно было спуститься по веревке, и такие, какие были боковые веревки, тоже по ним лазить. Также были подъемы, спуски.
проходы по воде. Короче говоря, весь комплект удовольствий я получил. Да, и еще отдельное спасибо, конечно, организаторам за то, что они предусмотрели на самом страшном спуске страховку, потому что это делают не все. Но, потому что со страховкой вообще просто, да, пройти. Ну что, давайте, до свидания, до следующего похода. Всем пока.